Привет, армия! Сегодня я хочу спокойно объяснить кое-что из того, что произошло в новом шоу «Ты уверен?». Момент, который вызвал много недопонимания, потому что некоторые фанаты Чжикука взяли кадры из шоу и смонтировали их, чтобы они выглядели реалистично. Проблема не только в возникшей путанице, но и в том, как некоторые люди смонтировали сцену, объединив детали, которых там быть не должно, и превратив совершенно нормальную ситуацию в нечто непроизошедшее. Подобные вещи напрямую влияют на Чонгука, он не заслуживает распространения дезинформации через изображение или слово. После съемок эпизода в Сеуле был момент, когда Чимин попытался пошутить, попросив Чонгука проводить его до дома. Сцена явно была шуткой, но Чонгук предпочел промолчать и сделать вид, будто ничего не слышит. Не было никакой реакции, которая бы указывала на близость или какое-либо намерение, кроме того, что шутка провалилась. Момент был кратким, но достаточным, чтобы некоторые могли интерпретировать его вне контекста. Затем, в другой сцене, Чимин попытался намекнуть, что они с Чонгуком провели ночь вместе. Намек длился всего несколько секунд, потому что Чонгук тут же перебил его и пояснил, что он с Бэмом. Реакция Чимина также показала дискомфорт, потому что было ясно, что намек не соответствует действительности. Чонгук прервал его, потому что подобные заявления были беспочвенными, и он не хотел быть неправильно истолкованным. Несмотря на то, что шоу все прояснило, некоторые поклонники Чимина все равно взяли отдельные кадры, смешали их со старыми кадрами и смонтировали так, чтобы казалось, будто Чонгук и Чимин живут или спят вместе. Они даже использовали сцены из Швейцарии, хотя на самом деле разговор шел о службе Чонгука в армии. Чонгук даже сказал: «Подожди, мы можем поговорить», показывая, что он хочет все объяснить ясно и без каких-либо недопониманий. Важно помнить, что на протяжении всего шоу с ними постоянно был персонал, они жили в одном доме, но все спали там, сотрудники, съемочная группа и производственное оборудование. Не было никаких личных моментов. Не было времени на личные встречи, которое позволило бы строить подобные теории. Любые интерпретации, выходящие за рамки, были просто преднамеренной манипуляцией. Поклонников Чимина эта тенденция не удивила, подобные искажения существовали уже давно. Сейчас это еще более очевидно, потому что, пока некоторые отчаянно пытаются удержаться на плаву, правда становится все более очевидной, шоу проясняет все. Особенно учитывая, что отношения Чимина и Даин в конечном итоге будут официально подтверждены компанией. Правда была там с самого начала, многие просто предпочли ее игнорировать, речь идет не о нападках на кого-либо, а о прояснении фактов. Утомительно видеть, как некоторые люди отчаянно защищают идеи, которых никогда не существовало, поэтому необходимо решать эту проблему как есть. Выдуманные истории не изменят реальность, то, что действительно произошло, было полностью задокументировано в программе. В последние дни старые, уже опровергнутые слухи снова всплыли на поверхность. На этот раз они отредактировали татуировку на руке Чонгука во время развлекательного шоу и попытались связать ее с Винтер. Абсолютно беспочвенная история. Их действия легко проверить. Если бы татуировка была настоящей, ее бы заметили в блоге Чонгука о спортзале, снятом с Тэхёном. Несколько ракурсов его тела явно лишены какого-либо рисунка. Татуировки просто не существовало. В очередной раз Джокерам не удалось создать ложную историю. Самое поразительное, что появление этих слухов не было совпадением. Они появились через несколько часов после объявления о заморозке акций Бонга. Это произошло слишком вовремя. Было очевидно, что они пытались переключить внимание на Чонгука, чтобы скрыть настоящую проблему Бонга. Всякий раз, когда возникают внешние разногласия, они пытаются использовать Тэкука как щит. Важно не попасть в эту ловушку и не доверять всему, что исходит из ненадежного источника. Раз уж речь зашла о татуировках, самое время вспомнить и о самих татуировках Чонгука, особенно о символе V, который он носил годами. Эта татуировка много раз появлялась на публике. Например, во время танцевального челленджа с Бадой он продемонстрировал ее очень естественно. Чонгук не всегда выражает свои мысли прямо. Он часто общается с помощью действий, жестов и мелких деталей, которые говорят сами за себя. Для тех, кто следил за отношениями Тэкука на протяжении многих лет, такие моменты понятны без слов. Понятно, кому он подает определенные сигналы, кому он выражает естественное уважение и утешение, и с кем у него особая связь. На протяжении многих лет Тэхён и Чонгук демонстрировали непоколебимую близость. Каждый их жест, совпадение и взаимодействие укрепляют их подлинную связь.
Тэкуку не нужны постоянные доказательства, их отношения очевидны в естественности их поведения. Поклонникам достаточно лишь обращать внимание на знаки, которые были с самого начала, знаки, которые не преувеличены и не наиграны, знаки, которые проявились с годами. Создавая фейковые истории, Джокеры иронично напоминают фандому о настоящих моментах, которыми не нужно манипулировать. Сейчас Тэкук может реже появляться вместе на публике, но это снижение не означает, что их отношения изменились. Они построили прочный фундамент, который не нужно постоянно демонстрировать. Некоторые периоды полны событий, другие – тише, но близость никогда не угасает. Стиль общения Чингука, основанный на небольших жестах, также позволяет тем, кто обращает на них внимание, увидеть детали их отношений. Их взаимодействие – это не натянутые жесты, это то, как они без усилий ищут друг друга, мимолетные взгляды, легкие прикосновения и едва заметные изменения в поведении, которые проявляются только когда они вместе, внимание заметно даже без слов. Оно не наигранное, а скорее вырастает из привычки и взаимопонимания. Прошлые моменты служат точками отсчета, спонтанные моменты, которые раскрывают их близость такой, какая она есть. Эти моменты закладывают фундамент их отношений, фундамент, который не нужно повторять ежедневно, чтобы оставаться крепким. Контраст между тем, как они взаимодействуют с другими, и тем, как они относятся друг к другу, легко узнаваем. Короче говоря, Тэхёну и Чингуку не нужно постоянное присутствие, чтобы продемонстрировать то, что они построили. Их отношения сохраняются благодаря невысказанному, благодаря постоянству и естественности, которые существовали с самого начала. Дни могут проходить без публичного момента, но всякий раз, когда они появляются вместе, их взаимодействие всегда демонстрирует, что ничего не изменилось. Тэхён и Чингук сохраняют свою отличительную динамику. Динамика, которая остается ясной любому, кто наблюдал за ними на протяжении многих лет. И в конечном итоге все это приводит нас к одному важному моменту. Правда не должна быть громкой, чтобы оставаться таковой. Правда не должна быть манипулируемой, редактироваться или приукрашиваться. Она просто должна оставаться последовательной, и именно это Тэхён и Чингук делали на протяжении многих лет. Они не строили свои отношения через драму или публичный имидж. Они строили их через маленькие поступки, тонкую заботу и привычки, которые никто не может подделать. Когда возникали сфабрикованные слухи, когда ложные истории взрывались в социальных сетях, и когда некоторые люди использовали их имена, чтобы скрыть другие проблемы, эти двое оставались на том же пути, жили своей жизнью, усердно работали и позволяли своему поведению говорить самому за себя. Никакое количество редактирования не могло сравниться с их естественностью, никакая выдуманная история не могла сравниться с постоянством их отношений, которое было очевидно с самого начала. Пока другие были заняты созданием иллюзий, они вместо этого демонстрировали стабильность, и именно эта стабильность поддерживала стольких поклонников в их вере. Потому что каждый раз, когда Тэхён и Чингук снова встречаются, будь то на мероприятии, быстрой записи или незапланированный момент, то, как они смотрят друг на друга, прикасаются друг к другу и подстраиваются друг под друга, мгновенно стирает весь шум, который создают все остальные. Они не пытаются ничего доказать, именно здесь все доказательства представляют себя сами. В этот момент нам важно понять, что дикие домыслы ничего не меняют. Намеренно созданные слухи лишь показывают, как сильно некоторые люди пытаются создать свою собственную реальность. Но реальность никогда не подчиняется чьей-либо воле, она стоит на своих позициях, не требуя борьбы, потому что ее нельзя заменить манипуляциями. И для нас, тех, кто следовал этому долгому пути, тех, кто видел маленькие моменты, которые были неизменны годами, кто понял бессловесный язык, который они используют, мы знаем, что отношения, построенные на искренности, никогда не разрушатся из-за сезонных слухов. В конце концов, те, кто продолжает нагромождать ложь на ложь, истощат себя, в то время как правда продолжает медленно, но верно проявляться. Она остается видимой, она остается неизменной, и она остается единственным, что не нуждается в защите. Вот почему, несмотря на то, что ложные слухи то появляются, то исчезают, несмотря на постоянные манипуляции, и несмотря на то, что имена Чингука и Тэхёна используются в качестве щита для сокрытия внешних проблем, их отношения остаются неизменными. У них все еще есть свой собственный способ возвращаться друг к другу, свой собственный способ проявлять свою заботу. И свой собственный способ защищать то, что понимают только они.
И, возможно, в этом и есть их прелесть. Отношения, которые не нужно объявлять, их не нужно доказывать, их не нужно принуждать. Они просто существуют, они чувствуются, и они достаточно реальны для любого, кто действительно их видит. Потому что в конце концов манипуляции исчезнут, слухи забудутся, и домыслы потеряют свою привлекательность. Но то, что создано искренне, как это годами демонстрировали Тэхён и Чингук, переживет все, что создано лишь ради сенсационности. Вот почему, пока правда остается неизменной, пока их действия остаются последовательными, и пока отношения продолжают проявляться через мелочи, нам не нужна выдуманная история, чтобы понять, что между ними происходит. Tell you that you can't ever say never and turn your mind into the truest to go-getter.